Поехали. Здесь просто на пробел надо нажимать или как? Не-не, сейчас пару слов Саша скажет. Ну, вообще, да, должно сработать. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Сегодня у нас необычная встреча, но в студию у нас сегодня Саша Карельский и Ваня Червинский. Но главные гости у нас сегодня это Павел и Татьяна. Это питерские музыканты. Хотя Павел отказывается, Павел говорит, что не музыкант, но по интеллигентному лицу сразу видно, что он настоящий профессионал. Ну, во всяком случае, имеет отношение к музыке. И они к нам зашли совершенно случайно, а мы, как вы знаете, никого не пропускаем мимо. И всех, кто не знает уважаемого Димаша Кудайбергена, мы обязательно ставим песни послушать. И сегодня какую песню, Саш, мы поставим? Я подобрал для ребят очень знаковую песню для всего, для наших дорогих друзей. Это песня «Грешная страсть», которую Димаш исполнил вместе с группой А-Студио в 2018 году. Собственно, эту песню я предлагаю сделать ребятам сегодня реакцию. Ребята признались, что они не слышали раньше о Димаше и уж точно не слышали песню «Грешная страсть». Поэтому... Но они музыканты с большой буквы. Я сейчас вставлю небольшой кусочек, который Павел обещал дать нам. Ну, ладно, еще не обещал, но я думаю, что мы возьмем несколько секунд, да, покажем, как круто играет на скрипке. Вот. Давайте не будем тянуть время, да, и начнем просмотр. Ребят, если готовы, поехали. Ну что, Вань, сегодня у нас как сказать, опять неопытные реакционеры, поэтому я волнуюсь. Ну это хорошо, это хорошо. Мне вот нравятся реакционеры, которые смотрят первый раз. Мне нравятся такие реакции, и как ты, наверное, можешь заметить, такие реакции очень популярны. Например, если в поиске набрать первая реакция на Димаша, то там всегда больше всего просмотров. А ты видел, Вань, реакции, где пишут, что первый раз, а на самом деле не первый раз? Конечно, я видел. Вот, ну, я очень надеюсь, что сейчас песня «Грешная страсть», которая неоднократно занимала высокие места в рейтинге прослушиваемых песен Димаша в нашем конкурсе, который мы проводили в прошлом году. Поэтому песня, я уверен, не должна оставить равнодушным ребятам. Да, тем более, если ты помнишь, я думал, вдруг ты звук забыл включить. Да, технически мы уже более подготовлены, чем в то время, когда мы первый раз тоже услышали эту песню. Тогда мы еще вообще ничего не умели. И для нас эта песня, она знаковая. Это именно та песня, с которой, можно сказать, что начался наш путь на YouTube. Это песня, клип, забавный наш клип, забавный видеоролик, на который набрал уже, 80 миллионов просмотров. Давай. И судя по количеству лайков, работа хорошая. Да, лайков очень много. Есть, конечно, небольшой процент дизлайков, но общая статистика говорит о том, что именно этот ролик людям нравится. Я его, кстати, сам люблю пересматривать, и, как и многие другие видео на канале Spotman. И знаешь, что мне еще очень нравится читать там комментарии. Я захожу туда и очень часто встречаю комментарии на всех языках мира, что «Вау, кто это?» «Вау, и что это за певец?» В общем, этот ролик, он выполняет свою функцию. Да, выполняет свою функцию, он 80 миллионов получается просмотров. Это, я думаю, что это было первое знакомство. Ну, наверное, кто-то смотрел по несколько раз, как я. Допустим, если будет 20 миллионов, это будет, я могу сказать, что наша работа сделана была хорошо. Вот. А мне кажется, еще очень знаковый момент, то, что ребята сейчас делают реакцию на канале, на котором уже 100 тысяч подписчиков. Представляешь, как здорово? То есть раньше еще было 99, не так как-то знаково, да. А сейчас уже 100 тысяч. Кстати, я уверен, что если вот у этого видео будет много лайков, ребята тоже подпишутся на канал, и тогда будет 100 тысяч и 5, потому что нас еще трое. Вот, и будет 100 тысяч 5 подписчиков. Ну а давай поделимся еще такой секретным мнением, что мы же не просто ребят затащили сделать реакцию. Нам очень хочется, чтобы, так как они музыканты, нам удалось организовать какой-то, может быть, совместный мини-концерт, либо мини-выступление ребят, либо у нас в студии, либо на нашем уже традиционном
онлайн-концерте, кавер-концерте Алга Димаш? Ну, надо сначала посмотреть, может, ребятам так понравится, что... Что они переквалифицируются в профессиональных фрикционеров. Да. Ну что, песен еще у Димаша много, которые можно поставить. Вот, то есть мы действительно с тобой сейчас стали такими проводниками в мир Димаша для тех, кто еще по каким-либо причинам не успел познакомиться с творчеством этого легендарного артиста. Сейчас, наверное, в комментариях напишут: вот счастливчики, первый раз. Как это, знаешь, говорится, я бы хотел стереть себе память, чтобы посмотреть еще раз. Да, а вы пока, друзья, можете написать в комментариях. Идет же, да? Те, кто тут звонил, и я боюсь, что Ничего страшного. Нет, вот это идет. Идет. Она идет, да? Да. Даже если звонок поступает? Да. Угу. Вот. Что хочешь сказать? Сейчас такой опасный момент. Ты смотришь, у них такое ощущение, что вообще их то ли прибило. Вот. Русские, они отличаются тем, что они стараются сдерживать эмоции. Но Димаш не дает никому шанса, я так скажу. Он добирается до глубины души. Ну что, значит? Судя по всему, все. Да. Яркая точка. Вот, аплодисменты. Игорь Крутой, как обычно, встал. Мне кажется, я не видел других выступлений, но мне кажется, Игорь оценил. Не, ну на цветах там все закончено, да, уже? Да. Вы специально, да, такие песни подбираете на реакцию? Ну, конечно, эту песню очень хорошо знают, очень хорошо любят зрители нашего канала, поэтому вот. Что скажете, впервые познакомившись с артистом и вот, Смотри, какая мощная. В общем, мандраж прям по всему телу. Ну, удивительно, конечно. Я вообще в шоке. Ну, а вся песня зацепила или какие-то Да. моменты прям вот показались особо, там, я не знаю, в душу проникают? Вот ты как музыкант вообще должна, наверное, вот обычно именно музыканты, когда они вообще не понимают, как это возможно, потому что вот люди, которые, например, знают там нотную грамоту, еще что-то, они говорят, что его голос даже не помещается в диапазон фортепиано, то есть там, ну, дальше уже нету просто клавиш. Здесь моменты, я попробую сказать. Давай, да. Моменты того, как вот он переходил из ноты в ноты, и когда один тембр, потом на другой тембр, потом он на этот тембр попадал, и все это было настолько ровно и чисто, конечно, это прям пробивало. Ну, типа, в смысле, хотя бы, хрипотцу сделать какой-нибудь, как ты что делаешь вообще. Ну, и когда начал он с такого прям тембра, такой, уже, таким мужским, потом, назову так, мужским, потом более на высокие переходил, потом опять туда кавалировал, проникновенно, прям проникновенно. Ну, скажи, что, да, как иногда даже, вот многие говорят, что они слушают, они не верят, они все время, то есть вот мы недавно общались, говорят, что надо обязательно посетить концерт вживую, потому что, я вот не верю, что этот человек может так петь вживую, вот, беря такие ноты и на таком... И так плавно делая переходы. Это да. Не, про плавные переходы, это да, это действительно, это я, как человек, не умеющий петь, знаю, насколько это тяжело. Вот, поэтому... Мне кажется, тому, кто не умеет петь, это еще тяжелее. Ну да, действительно, это вот впечатляет. Мы сами неоднократно пересматриваем это выступление, вот, и мы рады, что вам, во-первых, понравилось, вот, а еще хотите? У меня просто слов нет, на самом деле. Я в таком шоке нахожусь сейчас, что мне просто нет слов. А вообще, вот если чуть-чуть пообщаться, какую вообще музыку обычно вот слушаете? Я слушаю абсолютно разную музыку, вот прям вот от Гарри Топора, соответственно, да, Нурминский, и поэтому последние 6-7 дней уже у меня не выходит одна песня, вот когда яхта, парус, в этом мире только мы. Вот это вот все, она мне на 6, хотя как бы Нурминский, как бы это, где это вообще рядом? Мы сейчас ехали, орали его машину. Такое послушать, если, допустим, когда вот в колонке что-нибудь включить, вот так вот фоном, чтобы так вот именно чтобы послушать, бывают какие-то моменты, когда ты хочешь именно
послушать ноты, то есть не хочешь погрузиться, может, там, особенно как-то в текст или еще что-то, и хочешь именно чтобы как-то во что-то вот такое, как погрузиться в абстрактное, в музыку, мне кажется, это идеально подойдет. У нас было интервью как-то с музыкальным терапевтом, вот, доктор Хамда Фархат такая. Вот она рассказывала, что она использует песни Димаша, она вообще доктор психологии, и она проводит прям практики реабилитации многих людей вот как раз с абсолютно разными и заболеваниями, и проблемами. И она говорит, что именно вот музыка Димаша помогает людей вытаскивать оттуда вот, к обратной нормальной жизни. То есть вот настолько... Да мы встречали даже людей, которые там с раком боролись и с другими тяжелыми болезнями, и вот им именно Димаш помогает. Мы не знаем, как это работает, вот, но... Ну, люди сами в этом Да. признаются. То есть неоднократно и можно интервью найти людей, которые... Звучит странновато, да? Здесь как даже? Нет, звучит не странновато. Во-первых, есть даже давняя если в историю погрузиться, какой-то... Сейчас будет грубо для тех, кто знает историю. В какой-то стране, когда была какая-то чума, какой-то мужик приезжал и постоянно бил в колокол, когда туда все избегали, потому что звук колокола, музыка, вибрация, они излечивали людей. И даже когда люди умирали, он все равно приказывал, чтобы всегда систематично били в этот колокол. Тем самым деревня, она вылечилась. Сейчас все просто какой-то мужик, какой-то деревня там. Сейчас Зато напишут, мы зато будем знать. Мы Да. очень часто, кстати, также что-то скажем, а потом нам в комментариях подробно рассказывают, где это, в каком месте было. И мы вот... Вот, и, соответственно, даже прослушивая сейчас, от многих исполнителей всегда, когда идет какая-то песня, ты как будто бы сам можешь уже за него продолжить или еще что-то, ну, грубо говоря, сам с ним вступать, и там есть как будто, ну, как объяснить, четкое понимание, то, что вот сейчас будет это слово, сейчас будет это, а он именно так вот растягивает, он это делает вкусно, то есть он как будто бы сам проживает, кажет это вот то, что поет, то, о чем поет, и уже, ну, подача у него совершенно другая, если сравнивать с другими музыкантами. То есть Тань, это ты согласна? Да. Полностью? Еще разок. Я сейчас, кстати, думаю о том, что да, надо будет сейчас вот Ну, послушать. я предлагаю, Вообще знаете, как Да. сделать? Вы эту песню слушайте, вот сколько захотите, но больше не слушайте, потому что мы, наверное, вас пригласим еще и посмотрим что-нибудь еще. Если вы Можно? против. Там потом также вот я ансамбль покажу, может быть, я с ансамблем что-нибудь придумать, поиграть. Да, круто, Почему бы и круто. нет. Да. Вот видите, друзья, вот так вот рождается дружба. Мы рады, что вас познакомили. Так что спасибо за эту реакцию. Было круто. Спасибо. Спасибо, что нас тоже познакомили. Да, спасибо, это необыкновенно. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.